Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня в этом видео мы с вами будем вязать вот такие носки спицами. Давайте рассмотрим поближе. Будем вязать их сверху вниз. Все подробно разберем. Свяжем вместе резиночку, паголинок. Провяжем стенку пятки, саму пяточку подкову. Сделаем клин подъема. Вяжем стопу и закрываем вместе мысок, и также выполним трикотажный шов. Это самое подробное видео по вязанию носочков. Присоединяйтесь. Всем приятного времяпрепровождения. Вязать носочки сегодня я буду из вот такой интересной пряжи. Это итальянская пряжа Аркобалено. В составе 80% шерсть мериноса, 20% полиамида. В 100 граммах 420 метров. Очень приятная на ощупь пряжа. Выберите, какая у вас есть пряжа, но примерно такого же метража, чтобы было 400-420 метров на 100 грамм. Спицы я буду использовать чулочные 2 миллиметра, тоненькие спицы. Длина их у меня 15 сантиметров. Мне вот удобнее вязать на коротеньких спицах. Бывают спицы по 20 сантиметров. Ну, какие у вас есть в наличии, такие берем и начинаем нашу работу. Итак, вот наш носочек. Будем начинать вязать сверху вниз. Сначала провяжем резиночку, далее вяжем гладью паголинок, потом провяжем стенку пятки. Она будет вязаться уже поворотными рядами. Паголинок будем вязать круговыми рядами, это поворотными. Провяжем пяточку, сделаем клин подъема. Вяжем стопу и вместе закрываем мысок. Полностью свяжем вот такой носочек. Так, оставляем хвостик, ну, примерно 50-60 сантиметров. Берем 2 спицы, складываем их вместе. Так, давайте повнимательнее. Вот у нас кончик нити. Накидываем на указательный палец, обвиваем большой. Вставляем крючок под петлю, образованную на большом пальце, подхватываем нить на указательном и в петлю. Выполнили начальную петлю. Далее подхватываем нить снизу в петлю, под рабочую на указательном и в петлю сверху. Затянули. 2 петли у нас на спицах. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Набрали 18 петель. Я свои носочки вяжу на 72 петлях. Ширина их у меня получилась 10 сантиметров. Опять же, чтобы понять, сколько петель нужно набрать, нужно связать образец. Ну, можно связать одну пару носков, и уже будет видно, какая у вас плотность вязания, какой пряжи, какой вот спицы. Все это подбирается с опытом, приходит. Если у вас ножка тоненькая, можно сделать не 72 петли набирать, а 64, 68, даже 60. Это зависит же опять. Вот нитка вроде бы метраж одинаковый у нее, а вот ее
Вот такая пышность у каждой пряжи своя, поэтому все приходит с опытом и экспериментальным методом. Так, если 72 петли у меня на моем носочке, то мы набираем на 4 спицах по 18 петель на каждой спице нужно набрать. На последнюю спицу набираем еще одну петлю дополнительную для замыкания в круг. Так, вот 18 мы набрали. Снова берем 2 спицы, складываем вместе и продолжаем набор на следующие 2 спицы. Так, подставляем их. И также плотненько, чтобы вот здесь не было у нас зазора между этими двумя и следующей вот парой. 2, 3. Эту отпускаем, она никуда не денется. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Набрали 18. Если вы вяжете на 64 петлях, тогда делим на 4, получается по 16 петель на каждую спицу. У меня, конечно, 72, может быть, это и очень большие носочки. Набирайте по 16 петель. Так, вот у первой пары я одну спицу вытягиваю аккуратно, чтобы петли у нас оставались. Беру еще пару спиц и продолжаю набирать. Также подставляем. И на следующую пару также набираем 18 петель. Если вы первый раз вяжете носочки, то, конечно же, нужно смотреть на плотность вязания и подбирать уже количество петель под свой размер ножки. У каждого же ножка, у кого-то пошире стопа, у кого-то поуже. Так, 5, 6. Набираем. Набрали 18 петель, также вытягиваем спицу одну, вторую, аккуратненько, чтобы петли не слетели у нас. И последний, 4 раз набираем уже не 18, а на одну петлю больше, 19. Если набирали 16, тогда 17 набираем на последнюю пару спиц, 4. Также начинаем аккуратненько. Все, затянули вот здесь, чтобы у нас не было здесь растянутой петли между двух спиц. И продолжаем. Набираем 19 петель. 3. Все, набрала 19 петель на последнюю спицу. Также вынимаем. Сейчас нам нужно замкнуть в круг, так как мы вяжем по кругу. Смотрим, чтобы спицы у нас были не перекрученные. Вот эта косичка на внутреннем крае у нас должна быть. Все петелечки смотреть в одну сторону. Вот такой квадратик у нас получается. Вот такой хвостик остался у нас. Мы его не отрезаем. Он у нас будет обозначать начало ряда. Будем ориентироваться вот по этому хвостику. Так, сдвигаем. И теперь что мы делаем? Как нам нужно сомкнуть наши петли в круг? Вот это в левой руке у меня спица первая, следующая вторая, третья, в правой руке 4. Вот 4 спицей вводим в петлю на первой спице, снимаем ее. Вот. Так. Далее. Первой спицей подхватываем петлю на 4 спице. Накидываем ее вот на крайнюю петлю и эту петлю спускаем и возвращаем обратно петлю на первую спицу. За 2 хвостика мы подтягиваем. Если тут немножко растянуто, ничего страшного, можно будет и потом подтянуть. Вот все. Начало положено.
Теперь приступаем к провязыванию резиночки. Резинку будем вязать 2 на 2. Классическую вот такую. Мне нравится, как она выглядит. Можно вязать и 1 на 1, кому какая больше нравится. И 3 на 1, и 2 на 1. Так, вот на этом носочке у меня резинка 2 на 2, но здесь есть маленький секретик. Так, эту спицу мы ставим, чтобы петли были посередине спицы. Все вот так мы подвинули аккуратненько. Берем 5-ю спицу. Вот это у нас 1-я спица. И начинаем вязать резиночку. Итак, в чем секретик небольшой? В лицевых петлях у нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот 1-я петля на лицевых у нас будет провязываться лицевой скрещенной. 2-я петля будет обыкновенная лицевая. За счет этого резиночка выглядит более фактурно, выразительнее. Поэтому давайте так провяжем. Но если вам нравится просто 2 на 2, можете вязать. Итак, вяжем скрещенную лицевую, вставляем спицу за заднюю дольку вот петли, подхватили, вытянули. Все. 2-я обыкновенная лицевая, за переднюю стенку вяжем. Далее 2 изнаночные. Я вяжу изнаночные классическими петлями, не бабушкиными, поэтому смотрите, как вам удобнее. Опять же 2 изнаночные провязали, и снова лицевая скрещенная, лицевая простая за переднюю стенку, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, две изнаночные. Первый ряд посложнее, потом будет все как по маслу. Так, 2 изнаночные, скрещенная за заднюю стеночку, за переднюю 2-я лицевая, 2 изнаночные. Так, продолжаем вязать по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас покажу, как переходить на следующую спицу. Вот, провязали 2 лицевые. Все, пододвигаем петли на середину спицы. Так, переходим ко 2-й. Сейчас у нас идут 2 изнаночные. Две лицевые. Все, продолжаем вязать. Давайте подойдем к концу ряда, встретимся и начнем вместе вязать 2-й ряд. Итак, мы провязали петли на всех 4 спицах, подошли вот к началу ряда, об этом нам говорит и наш хвостик подсказывает. И нам нужно вязать 2-й ряд. Мы не делаем здесь никакого соединения, а просто вяжем по спирали, продолжаем вязать по кругу. Если когда мы вяжем крючком, мы делаем соединительную петлю, петлю подъема, здесь такого нет. Вяжем по рисунку, у нас 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот вяжем скрещенный лицевой, простой лицевой, 2 изнаночные. Это у нас уже начало 2-го ряда. Скрещенная, простая, 2 изнаночные. Все, 2-й ряд намного проще все тут. Так, 2 изнаночные. Так, на этом носочке я провязала 17 рядов, и высота резиночки у меня получилась вот почти 4 сантиметра. Вяжем сейчас самостоятельно резиночку на нужную высоту. Можете 15 рядов, можете 20 рядов, смотря какой высотой резиночку вы хотите получить. Я провязала 17 рядов, вот как я сказала, 4 сантиметра. Давайте провяжем резиночку самостоятельно, встретимся и начнем вязать поглинок. Ну вот, мы провязали резиночку, у меня это 17 рядов. Не обязательно считать каждый ряд, можно потом пересчитать через какие-то промежутки. Вот 1-я петля, это наборный край,
И далее считаем косички 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот 17 рядов у меня провязано. Так, далее. Теперь мы приступаем к провязыванию паглинка. Это отрезок от резиночки до начала пятки. Вот этот участок нам нужно сейчас с вами провязать. Будем вязать лицевой гладью обыкновенной. У меня нитки сами по себе очень красивые, и никакой рисунок здесь не требуется. Вяжем на любую высоту, какой мы хотим получить носочек. Вот нужно учесть, что от начала пятки до донышка вот примерно 7,5-7 сантиметров. Какой высотой носочек вы хотите получить. И вяжем просто лицевыми обыкновенными петлями. Также по кругу. Вяжем за передние стеночки. Только лицевые петли. Изнаночные нам здесь не потребуются. Очень просто. Вяжем, отдыхаем. Единственный такой момент, что при переходе с одной спицы на другую нужно первые 1, 2, 3 петли немножечко подтягивать, чтобы не было рубца на полотне. Вот этот переход со спицы на спицу не был заметен. Вот провязали первую спицу лицевыми петлями, и когда переходим на следующую, вот буквально 1, 2, 3 петли нужно вязать немножечко потуже. Вот провязали, и вот ее как бы подтянуть. Но это уже опять же приходит со временем, с привычкой. Так, вяжем лицевой гладью до нужной высоты. Ну вот, я связала паглинок лицевой гладью. И сейчас хочу обратить ваше внимание. Вот давайте посмотрим на этот носочек. Я его уже постирала. Он у меня высох на блокаторе. И вот этот паглинок я еще никак не обрабатывала. Давайте приложим к готовому носочку и посмотрите, насколько он короче. То есть я хочу сказать, что после блокировки наше изделие еще немножечко растянется. Но я пересчитала количество рядов, и оно одинаковое. Вот от резиночки до вот стенки пятки. Здесь 53 ряда я провязала, и здесь после резинки я провязала 53 ряда. Вот в таком виде 11 сантиметров, а в готовом виде пяточка уже от паглинок до пяточки 13 сантиметров. Так что это тоже надо учитывать, что носочек немножечко растянется. Но опять же это зависит и от плотности вязания, и от пряжи, которой мы вяжем. Итак, приступаем к вязанию стенки пятки. Стенку мы будем вязать вот с таким рисунком. Это считается укрепленная пяточка. Она поплотнее, чем основное полотно, и как бы более износостойкая. На каких спицах это не принципиально, так как мы вяжем без орнамента на передней части носочка, поэтому все я провязала вот хвостик и буду пяточку провязывать на первой и второй спице. Можно пятку вязать на 4-й и 1-й, но здесь не важно. Итак, как мы вяжем стенку пятки? Первую петлю мы провяжем, далее лицевая, следующую петлю просто снимаем, не провязывая, следующая лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем петлю, лицевая. Так вяжем петли на первой и на следующей, на второй спице, чередуя лицевую и снятую петлю. У меня по 18 петель, 36 на 2 спицах. Вот пяточка стенка пятки будет у меня на 36 петлях. Если вы набирали
64 петли или 68, то делим соответственно пополам. 64 вяжем пяточку на 32 петлях. Если из 68 ваш носочек состоит, то пяточку провязываем на 34 петлях. Итак, давайте провяжем эту спицу, довяжем и следующую, и встретимся. Ну вот я провязала 34 петли, далее снимаю, а последнюю петлю на второй спице провязываем изнаночной бабушкиной. Вот так. Если классическая провязывается вот так петля, то бабушкина вот так. Все. Вот на двух спицах у нас будет стенка пятки. Далее мы все эти петли переоденем на одну спицу. Так, развернули вязание, и пяточку мы будем вязать поворотными рядами. Снимаем кромочную петлю, нить перед работой. И все петли, считая и снятые, и провязанные, провязываем изнаночными петлями. И сейчас эти 36 петель я провяжу одной спицей. Пятую спицу мы пока отложим в сторону, пока вяжем стенку пятки. Давайте провяжем эти петли до конца и не забываем, что последнюю петлю мы вяжем изнаночной бабушкиной петлей. Второй ряд стенки пятки готов, и вот у меня на одной спице 36 петель. Разворачиваем. Вот у нас пяточка идет. Первую петлю снимаем, нить у нас за работой, и продолжаем вязать по рисунку. Первая лицевая, вторую снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем. Так чередуем петли, и последнюю также провязываем изнаночной. Разворачиваем, и в обратную сторону в изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными. Мы с вами сейчас вяжем третий ряд пятки. А сколько же рядов нам нужно провязать? Высота пяточки у меня получается вот 5 сантиметров. Как я обычно считаю ряды. Вот выворачиваю наизнанку, чтобы было видно, сколько рядов я провязала. Вот у нас снятые петли, это как протяжечки. И чтобы связать одинаковое количество рядов, вот мы считаем: 1 протяжечка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот 16 вот таких протяжек. Значит, я провязала 32 ряда. Можете провязать 34 ряда, тогда будет 17 протяжечек, или 30 рядов, 15. Смотрите сами, какая у вас пяточка, высокая, низкая, какой подъем. Вот в моем случае провязано 32 ряда. Давайте свяжем вот эту пяточку и встретимся. Итак, мы с вами провязали стенку пятки. Посмотрите, какая она фактурная, плотненькая. Пересчитываем наши протяжки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот эти ниточки хорошо заметны. Все, пяточки у нас одинаковые, стенки. И теперь мы приступаем к провязыванию самой пятки. Подкову будем делать. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. У нас пяточка будет не прямоугольная, а вот в форме подковы. С этой стороны поуже и будет идти на расширение. Основа вот подкова у меня составляет 6 петель. То есть всего на стенку пятки я брала 36 петель. 6 петель у меня в середине, значит, с каждой стороны будет еще по 15 петель. 15, 15, 30 и 6 посередине, 36.
Если вы вязали не на 72 петлях, и у вас на стенку ушло не 36 петель, а, допустим, 32 петли, если вы набирали 64, тогда делаем на серединку также 6 петель, но по бокам остается по, сколько получается, 13 петель. 13, 13, 26 и 6. Да, все правильно. Итак, первую петлю снимаем. Далее еще 14 провязываем лицевыми простыми уже. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот уже 15 петель на спице на правой. Далее у нас идут 6 петель пяточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь делаем убавку с наклоном влево лицевой. Как мы провязываем такую убавку? Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и накидываем снятую петлю на провязанную и одну петлю лицевой. Вот так. Вязание разворачиваем на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. Далее провязываем 1 изнаночная. Это вот у нас провязали убавочку. 6 петель провязываем середины пятки. 2, 3, 4, 5, 6. И далее у нас идет убавочка. Провязываем 2 петли изнаночной. И у нас получится с наклоном вправо. И 1 изнаночная. Вот так. Разворачиваем. Вяжем с лицевой стороны. Так. Первую петлю снимаем. Далее лицевыми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь смотрим внимательно. Вот у нас последняя петля. Здесь мы разворачивались. Здесь как бы получается такой зазор. Вот эти 2 петли, одна перед зазором, другая после зазора, нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Также первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и накидываем. Подтянули. И следующая петля лицевой. Разворачиваем вязание. Так. Также снимаем первую петлю, вяжем изнаночными, пяточку провязываем поплотнее, так как мы вяжем здесь поворотными рядами, и чтобы у нас она была потуже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подошли вот к зазору. Одна петля перед зазором, другая после. И их нам нужно провязать вместе изнаночной петлей. Провязываем 2 петли вместе. Так. И 1 изнаночная. Подтянули. Переворачиваем и повторяем. С каждым рядом у нас будет увеличиваться количество петель на центральной части.
Давайте первую петлю снимаем, вяжем до зазора, одну петлю не доходя. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот этот зазор хорошо заметен. И также 2 петли провязываем вместе. Первую снимаем. И 1 лицевая. Посмотрите уже, как формируется пяточка. Разворачиваем. Итак, продолжаем вязать. Вяжем изнаночными, доходим вот до этого зазора. Видите, как он заметен? Тут не промахнешься. И 2 петли перед зазором и после зазора провязываем вместе изнаночной. И следующая петля также изнаночной. Так вяжем до тех пор, пока у нас не уйдут все петли в центральную часть. Все, продолжаем вязать по этой схеме и встречаемся, когда наша пяточка подкова будет готова. Так мы вяжем стенку пятки и контролируем, чтобы после изнаночного ряда у нас всегда оставалось после зазоров одинаковое количество петель. Вот у меня сейчас, например, 4 после зазора, и здесь 4 петли. Обязательно должно быть одинаковое, чтобы не ошибиться. Так, разворачиваем. И если, например, вы набирали количество петель 66, то на пяточку у вас ушло 33 петли. Это нечетное. Тогда мы на серединку оставляем, допустим, 5 петель. Тогда, но обязательно на боковых частях у нас должно быть одинаковое количество петель. Так, если 33 минус 5, 28, по 14 петель. 14, 5, 14. Обязательно на боковых равное количество. И не забываем контролировать, чтобы количество петель после зазора было одинаковым. Их хорошо видно. Все, продолжаем вязать пятку подковы и встречаемся. Ну вот, наша пяточка готова. Вот что с вами получилось. Посмотрите, какая у нее интересная форма. Все аккуратненько, ровненько. И сейчас нам нужно провязывать клин подъема. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Будем набирать сейчас петли по стенке пятки и будем формировать вот такой клин, чтобы наш носочек удобно сидел. У нас же нога не плоская, а имеет какой-то подъем. И вот нам нужно сделать вот такой клин, провязать. Но для начала нам нужно сейчас набрать петли по стенке пятки. Сколько нам нужно набрать таких петель? Я провязывала стенку пятки 32 ряда. У меня вот 16 таких протяжечек. Поэтому по стенке я буду набирать 16 петель и одну где-нибудь вот здесь дополнительно, чтобы не было дырочки между пяточкой и верхом носочка. Итак, сейчас для начала нам нужно провязать лицевыми петли на спице вот по пяточке. Также первую петлю снимаем. У меня получилось 22 петли. 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 22. Теперь берем свободную спицу и набираем петли вот по этому краю. Как мы это делаем? Вот смотрим. Одна петля у нас на спице, под ней еще петля, вставляем крючочек, спицу под эту петлю и в соседнюю, и вот так немножечко оттягиваем. Видите, между этими двумя петлями вот такая перепоночка. И вот нам нужно ставить спицу вот в середину вот этой перепонки. Ставили и вытягиваем. Вот первая петля. А нам нужно набрать по стенке 16. Если вы вязали 30 рядов, тогда 15. Если больше 34, 17 набираем. Но это уже смотрим по своей работе. Так, далее
Вот так же оттягиваем 2 соседние петли, видите, перепоночка, вот из 2 ниток, и вставляем спицу вот между 2 ниток в перепонку. Потуже набираем, чтобы у нас не было дырочек. В следующую вот так оттянули, смотрим, вот в перепоночку. 3-я петля, давайте еще покажу, вот оттягиваем. И вот сюда в перепоночку вставляем. 4-я петля готова. Так, вяжем. Вот до этого уголка я буду набирать 16 петель. Вот я набрала 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Так, и вот чтобы здесь не было у нас дырочки, я предлагаю сделать еще одну петлю, 17-ю. Как это можно сделать? Вот протяжка у нас. Накидываем на спицу и провязываем ее скрещенной, как бы. Вот, все, 17-я петля набрана. Берем 5-ю спицу и на следующих 2 провязываем лицевой гладью. Это уже верх носочка. Теперь наше вязание возобновляется, и мы будем вязать снова по кругу. Поворотными рядами мы вяжем только пяточку. 2. Вот здесь делаем потуже 1-ю петлю, чтобы не было зазора. 3, 4. И также по 18 петель на 2 спицах провязываем. Давайте сделаем это самостоятельно. Встретимся и наберем со второй стороны пятки петли. Так. Провязали. Далее нам нужно набрать петли по второй стороне, но также нам нужно сделать одну петлю вот здесь на соединении. Вот эта ниточка у меня очень длинная, поэтому я тут немножечко подмухлю и провяжу петлю вот на этих 2 петлях, на верхней и на нижней. Вот так. Как бы их накину на спицу. Вот. И скрещенный. Просто нам нужно дырочку это будет замаскировать. Вот, набрали 1-ю петлю. Вот видите, дырочки здесь нету. Так, все это пока отставляем. И идем также по краю стенки пятки и набираем 16 петель вот в эти протяжки. 1, 2. И также должно получиться 17 петель, столько же, сколько мы набрали и по другой стороне пяточки. Все набираем самостоятельно, подходим вот к спице и встречаемся. Все, набрала также 17 петель и с другой стороны. Подошли к пяточке. У меня здесь 22 петли. Сейчас провяжу до середины 11 петель. И этой же спицы, какой набирала петли по второй стороне пятки. 1, 2, 3. Подтягиваем все аккуратненько. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот у меня сейчас задействованы все 5 спиц, поэтому мне приходится вот эти оставшиеся петли на пятке переснять на соседнюю левую спицу. Так, просто переснимаем. У меня 11 петель тут. Все, вот освободилась спица рабочая. Вот так мы распределили все петли на носочке. Здесь у меня 17 плюс 11, 28, на этой спице 28 и на 2 передних по 18 петель.
Самое сложное мы с вами уже выполнили. Далее вяжем установочный ряд. Так, все поправляем. Здесь мы потуже. Вот это место у нас середина пятки. Это у нас будет теперь начало ряда в дальнейшей работе. Итак, вяжем установочный ряд. Провязываем 11 петель. 2, которые мы снимали с пятки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, подошли к наборным петлям. Вот 17 петель. И их обычно я провязываю скрещенными. Можно и обыкновенными вязать, но посмотрите, как бы мы ни старались, туго их не набирали, все равно они получаются вот такие вытянутые. И чтобы тут не было также дырочек, я их провязываю скрещенными, то есть вяжу за заднюю стеночку. 1, и также их 17. 2, 3, 4. Все, продолжаем вязать. Давайте провяжем их и встретимся. Провязали. Давайте с вами договоримся, что эта спица у нас первая, вот боковая стенка пятки. На верхней части носочка вторая, третья, и вторая стенка пятки четвертая. У нас же здесь теперь начало ряда. Вот это первая спица. Так, на второй и третьих спицах мы все время будем вязать лицевой гладью по 18 петель вот у меня до закрытия мыска. Так и вяжем без изменений. На двух спицах у нас все время будет по 36 петель. Вяжем их. Давайте провяжем. Подошли к четвертой спице и также провязываем 17 петель скрещенными, а оставшиеся 11 обыкновенными лицевыми. Так, здесь делаем потуже, затягиваем. 2, 3. Так, вяжем и встречаемся в конце ряда. Мы с вами провязали установочный ряд. И теперь, начиная со следующего ряда, будем делать убавки. Сейчас провяжем петли на первой спице до 3 последних. Вяжем лицевыми петлями, обыкновенными уже. Всегда не забываем, что при переходе со спицы на спицу нам нужно немножечко затягивать, чтобы не было у нас здесь дорожки. И все петли ложились ровненько. Так, вяжем лицевыми обыкновенными. Провязываем петли до 3 последних. Их пока не провязываем. Так, когда останется 3 петли, остановимся и разберем этот момент, как мы будем делать убавки. Так, вот 3 петли у нас свободные. Вот на правой стенке носочка нам нужно делать убавочку, провязывать 2 петли лицевыми с наклоном вправо. Просто вставляем спицу в 2 петли, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Вот сделали убавочку. И последнюю петлю лицевой. Так, далее идут 2 спицы по 18 петель лицевой гладью, как я сказала уже ранее. У нас это будет неизменно. Мы тут никакого рисунка не провязываем. Если бы у нас был какой-то рисуночек на носочке, тогда мы продолжали бы вязать рисунком по схеме. Но пока у нас тут все просто, давайте довяжем вот эти 2 спицы, вторую и третью, встретимся и сделаем убавочку на второй стороне. Провязали верхнюю часть носочка, подошли ко второй стенке пятки, и теперь нам тоже тут нужно сделать убавку. Первую петлю мы просто провязываем лицевой,
не забываем подтягивать. А вторые 2 петли нам нужно убавить с наклоном влево лицевой. Мы с вами это уже не раз проделывали. Первую петлю снимаем, вторую провязываем и накидываем снятую петлю. Вот 2 петли лицевой с наклоном влево. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем лицевыми обыкновенными. Здесь уже у нас не скрещенные, а лицевые простые петли. Посмотрите, как у нас тут ровненько все получается, никаких ни дырочек, потому что мы вязали установочный ряд скрещенными петлями. Давайте довяжем ряд и встретимся. Первый ряд с убавками у нас готов. Следующий, второй ряд, мы будем вязать без убавок. Просто провязываем все петли на спицах по кругу лицевыми петлями. В этом ряду, во втором, мы не будем делать убавок ни с одной, ни с другой стороны. Давайте провяжем второй ряд просто лицевые петли на 4 спицах. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Провязали второй ряд клиноподъема, переходим к третьему, и в этом ряду давайте договоримся, что в нечетных рядах мы будем делать убавки, в четных не будем. Итак, вяжем третий ряд, и здесь мы будем делать убавочки. Убавки мы делаем через ряд. Также провязываем петли на первой спице, не доходя 3 крайние петли. Так, вот осталось 3 петли. И делаем убавку с наклоном вправо. Вставляем спицу под 2 петли и провязываем. Так, подтянули, и последнюю петлю провязываем лицевой. Далее на 2 спицах вяжем лицевой гладью. Подошли к 4 спице, и здесь мы делаем убавку с наклоном влево. Первую петлю провязываем просто лицевой, а на 2 следующих петлях делаем убавку. Снимаем, провязываем и накидываем. 2 петли с наклоном влево. Подтянули, и дальше вяжем лицевыми. Так мы закончим 3 ряд. 4 ряд мы провязываем лицевыми без убавок. В 5 ряду по такому же принципу делаем убавочки. Также не довязываем до 3 последних. Делаем в начале убавку вправо. На 4 спице делаем убавку влево. Итак, мы вяжем наш клин подъема, делаем убавки до тех пор, пока у нас не останется количество петель на 1 и 4 спицах по 18. Подходим к тому же количеству петель по кругу, какой мы набирали в начале нашего вязания. Если вы набирали 64, то и должно быть 64 петли по 16 петель на каждой спице. Делаем убавки. У нас получается вот такой треугольничек. Пока у нас вот на нижних 2 спицах не останется по такому же количеству петель, как и на верхних. Все, вяжем самостоятельно клин подъема. Не забываем, что убавки мы делаем через ряд. В нечетных убавка, четные ряды без убавок. Итак, мы провязали с вами клин подъема. Все, на всех спицах по 18 петель. У нас закончились все убавки. Вот что у нас получается с 2 сторон. И сейчас мы вяжем наш носочек, стопу, без прибавлений, лицевой гладью, и на каждой спице также по 18 петель. И такой момент, до какой длины мы вяжем наш носочек. Вот здесь у нас заканчивается клин подъема, и вяжем прямое полотно по спирали.
Вяжем примерно до середины мизинчика. Но опять же, у всех разная форма стопы. У кого-то мизинчик подлиннее, у кого-то покороче. Вот нужно иметь в виду, что на мысочек у нас уходит примерно 4-5 сантиметров, чтобы закрыть мысочек. Поэтому мы вяжем без убавок на длину носочка, на размер ноги, за вычетом 5 сантиметров. Вот мысочек 5 сантиметров у нас вот такой. Все, давайте свяжем вот эту часть самостоятельно лицевой гладью. У меня это примерно вот от конца убавочек, вот отсюда до начала закрытия мысочка, 9,5 сантиметров. Но опять же, у всех свой размер. Все, вяжем стопу и встречаемся. Начнем вместе провязывать мысок. Ну вот, я провязала стопу, пересчитала количество рядов, сколько у меня связано до начала мыска. И посмотрите, опять же, хочу показать, как размер изменяется после влажно-тепловой обработки. Видите, насколько носочек у меня удлиняется вот в высоту. И вот до мысочка. Вот еще видите, как носочек увеличился после стирки. Поэтому надо это учитывать. Это зависит от выбранной пряжи, от плотности вязания. Так, сейчас переходим к провязыванию мысочка. Итак, мы закончили вязать вот на середине нижней стопы. И будем закрывать мысок. Как мы это делаем? Будем делать убавочки в конце первой спицы, в начале второй спицы, в конце третьей спицы и в начале четвертой спицы. Убавочки мы будем делать не в каждом ряду. Итак, сейчас провязываем петли на первой спице, не довязываем 3 петли до конца. Вяжем их лицевыми. У меня 18 петель, значит, сначала мне нужно провязать 15. Так. Вяжем так, чтобы у нас осталось 3 последние петли на спице не провязанными. Вот 3 петли. В конце первой спицы провязываем 2 петли лицевой с наклоном вправо. Провязали. И еще одну петлю, последнюю на спице, лицевой. Переходим ко второй спице. Первую петлю провязываем лицевой. Вторую и третью провязываем вместе с наклоном влево. Снимаем первую петлю, вторую провязываем и накидываем на провязанную петлю. Провязали 2 петли с наклоном влево. И остальные все петли провязываем лицевыми. Вторую спицу мы провязали. Переходим к третьей. Также вяжем все петли лицевыми, не довязываем 3 петли до конца. Я вяжу 15 петель. Если у вас по 16 петель на каждой спице, то провязываем 13, 3 оставляем. Так, подходим к концу спицы. И также 2 петли, вторая и третья от края провязываем с наклоном вправо вместе. И последнюю петлю лицевой. Далее переходим к четвертой спице. И также вяжем первую петлю лицевой, а вторую и третью провязываем вместе с наклоном влево.
Так. Все, и довязываем все петли. Первый ряд мысочка у нас готов. Второй и третий ряд вяжем без убавок. Просто лицевыми петлями провязываем 2 ряда. И встречаемся в конце третьего ряда. Давайте провяжем их самостоятельно. Ну вот, я провязала 2 ряда. У меня уже по 17 петель на каждой спице. 3 ряда мысочка готово. Вяжем 4-й ряд. Также провязываем все петли на первой спице, не доходя 3 последних лицевыми петлями. В этом ряду мы также делаем убавочки. Повторяем. Первый ряд мысочка. Также на первой спице мы делаем 2 петли, провязываем с наклоном вправо, вот такая убавочка, и последняя петля лицевой. На второй спице первую петлю провязываем лицевой, и следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. И остальные петли провязываем лицевыми петлями. На третьей спице мы вяжем все петли, не доходя 3 последние. И вяжем убавку 2 петли вместе с наклоном вправо на третьей спице. Так, сейчас подойдем к 3 последним. Это 4-й ряд нашего мысочка. Так, вот 3 петли вяжем с наклоном вправо. Последняя петля лицевая обыкновенная. И на 4-й спице вяжем 1 петлю, первую лицевой, вторую и третью провязываем вместе с наклоном влево. Так, набрасываем вот так и довязываем все петли. Вот. Теперь у меня по 16 петель на каждой спице. Уже сделали убавочки 2 раза. Так, 4-й ряд у нас готов. В 5-м ряду мы убавки не делаем, провязываем все петли лицевыми. В следующем ряду делаем убавки. Это у нас будет 6-й ряд. В 7-м убавочки не делаем. Итак, между первым рядом убавок и следующим у нас 2 ряда мы провязывали без убавочек. Дальше вяжем убавки через ряд. То есть у нас убавки идут в 1-м, в 4-м, в 6-м, в 8-м, в 10-м и в 12-м. Всего делаем убавочки 6 раз через ряд. Итого у нас на спицах получится 18 минус 6, 12 петель на каждой спице. И далее мы делаем убавки в каждом ряду. После того, как мы сделаем 6 убавок через ряд, в дальнейшем провязываем убавки в каждом ряду, чтобы наш носочек был не очень острый, а уже закруглялся. Так. И дело шло к закрытию. Делаем убавки до тех пор, пока на спицах не останется по 6-7 петель. Так, давайте пересчитаем, сколько у меня на этом носочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. По 6 петель давайте оставим на каждой спице, не закрытыми. Итак, вяжем мысочек, делаем убавки. Принцип провязывания их я уже показала. Встречаемся и вместе делаем трикотажный шов иголочкой трикотажной. Ну вот, мы сделали все убавочки. На каждой спице у нас осталось по 6 петель. Так.
Это нижняя часть, это у нас начало ряда. И 4 спицей нам нужно провязать петли на первой спице. Шесть лицевых. Так, провязали. Вот, на этой спице у нас 12 петель. И для удобства сшивания нужно переснять петли с 4, так, с 3 спицы на 2, на одну спицу нанизать, чтобы у нас также было 12 петель и на другой спице. Так, вот по 12 петель у нас на спицах. Всю ниточку я отрезаю, оставляя хвостик, ну, пусть там 35-40 сантиметров. Далее, вот посмотрите, какое у нас закрытие получилось аккуратненькое, мысочка. Это называется ленточное закрытие, ленточный мысок. Видите, вот эта боковушечка, как ленточка. С одной стороны аккуратненько и с другой. Так, вставляем хвостик в иголочку. У меня специальная игла для сшивания трикотажных изделий. Так, вот носочек на нас смотрит. Это верхняя часть носка, это нижняя. Вот мы закончили вязать. На нижней части ниточка выходит от этой спицы. Итак, выполняем трикотажный шов. Зашиваем аккуратненько наш носочек. Вот у нас ближняя спица, это дальняя. Будем так их обозначать. Вставляем иголку в первую петлю на ближней спице от себя. И эту петлю первую на ближней спице мы снимаем. Далее вставляем иголку в следующую петлю на ближней спице, но уже на себя. Так. Возвращаемся к петлям на дальней спице. Вводим иголочку в первую петлю на себя. Вот так. И эту первую петлю мы снимаем со спицы. Далее вводим иголку в следующую петлю на дальней спице от себя. Вот так. Переходим теперь к петлям на ближней спице и снова вставляем иголку от себя. Снимаем эту петлю со спицы. И теперь вводим иглу в следующую петлю на ближней спице на себя. Вот так. Возвращаемся к дальней спице. Иголочку вставляем на себя в первую петлю. Снимаем петлю. И далее в следующую петлю от себя на дальней спице. Так, сильно очень не тянем, не стягиваем. Таким образом мы подходим к концу ряда. Нам нужно прошить все петли на 2 спицах. Все по порядочку, не спехом. Снимаем следующую петлю от себя. И у нас получится аккуратненький шовчик. Давайте доделаем оставшиеся петли и встретимся. Спрячем хвостики нитей. Вот у меня осталось по одной петле. Также вставляем в первую петлю от себя. Все, спицу вынимаем. И на себя в последнюю петлю. Вот такой аккуратный шов у нас получается.
Посмотрите, его почти и не видно. Да вообще не видно. Теперь вставляем иголку в то место, откуда у нас выходит ниточка. Заводим на изнаночную сторону ее. Выворачиваем носочек наизнанку. Так, и прячем хвостик. Я обычно вот в это место, где у нас шов, мне кажется, он так не будет мешать и будет незаметен на ножке. Если мы в бок, то, может быть, где-то будет подтирать, но не всем так нравится. Все равно какое-то утолщение, как соринка в глазу, так и это будет здесь мешаться. А вот тут, где пальчики вверху, вот эта ниточка будет незаметна. Мы его постираем, и ниточка приваляется, она как бы и уже вообще будет она тут, как тут и была всегда, незаметненькая. Так, ну все, достаточно. Вот сколько сантиметров тут я. Так, и нужно спрятать хвостик вот на резиночке. Также это у меня изнаночная сторона. Так. Вот просто так. Тут у нас все плотненько, никакого зазорчика нету. И вплетаем наш хвостик вот в косичку. Сейчас я пройду немножечко вниз. И потом по другой дорожке еще немножечко вверх. Сейчас подальше. Все-таки тут резиночка будет растягиваться, может быть, будет трепаться больше. Так, и теперь вверх немножечко поднимусь по другой косичке. Все. Также я отрезаю. Выворачиваем наш носочек на лицевую сторону. Осталось нам только постирать. И свои носочки я все время сушу на блокаторе. Сейчас покажу, что он из себя представляет. У меня есть вот такие металлические блокаторы разных размеров. Видите, тут сверху крючочек, можно повесить и посушить и в подвешенном состоянии. Вот сейчас я его постираю, натяну на блокатор. Вот этот у меня уже готов носок. Вот, посмотрите, как все ровненько тут расправлю, поверну. Вот он у меня еще подтянется. Так, все, стираем носочки, встречаемся и смотрим, что же у нас получилось. Ну вот, носочки мои высохли. Посмотрите, какие они очаровательные, мягенькие. После стирки пряжа раскрылась, распушилась. Заиграла новыми красками. И, конечно же, носки до стирки и после стирки — это небо и земля. Все ровненькие, аккуратненькие получились. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такие очаровательные носочки. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!